Здравствуйте, друзья! Новый год не наш праздник. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. С наступившим Новым годом, дорогие друзья! Кстати, сегодня я расскажу вам как раз про Новый год. 319 раз на Руси отпраздновали приход Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января, если верить официальной истории. Срок солидный для того, чтобы сложить какие-то традиции, и ничтожный по сравнению со славянскими традициями летоисчисления. До Петровского праздника Нового года, первый раз введенного в 1700 году, славяне встречали природные праздники совсем не так и не тогда. Я не говорю и о том, что великие праздники перехода из одного состояния в другое праздновались нашими предками и до создания мира 7528 лет назад. Предположим, что вы почувствовали, что душа просит праздника, смеха и огней в эти самые темные времена года. И в этой тяге заложена генетическая память наших предков. Ведь на время зимнего солнцеворота приходится один из 4 природных праздников – встреча коляды. Праздники, связанные с движением Солнца, наиболее важные. Это поворот Солнца и Земли, да и всей природы на новый этап жизни. 22 марта, 22 июня, 22 сентября, 22 декабря – вот даты, в которых действительно заложен смысл, глубина, познание. Многие ошибочно полагают, что славянский праздник Новолетия представляет собой аналог современного Нового года, традиционного христианского праздника. Какому умному человеку пришло в голову праздновать начало годичного цикла в середине зимы? Вдумайтесь! В отсутствии хоть какой-то привязки к природному или историческому явлению. Это вопрос исключительно любопытный, но отдельный. В рамках темы данного материала важно другое. Действительно ли Новолетие и Новый год суть одно и то же? И что это вообще такое славянское Новолетие? Традиционный праздник или очередной заскок так называемых неоязычников? Как обычно, истина где-то рядом. В христианской Руси Новый год тоже был. Он отмечался 1 сентября. Люди верили, что Бог сотворил мир именно в сентябре. С приказом Петра в народе появилась традиция праздновать Новый год дважды. 1 сентября, как привыкли, а потом 31 декабря, по приказу реформатора из-под палки. Осенний Новый год Русь позаимствовала из Византии, когда в 988 году было принято христианство. Сентябрьский Новый год на Руси встречали чинно и торжественно. Богатые люди на праздник стремились приехать в Москву. В столице устраивались пышные торжества. Вечером перед новогодней ночью все члены одного семейства обязательно собирались в дом старшего в роду, главы семейства. Гостей угощали медом, заморскими винами, пивом или медовухой. В полночь в крупных городах звучал выстрел вестовой пушки, возвещавший начало Нового года. В церквях и храмах били колокола. Вообще, празднование Нового года в христианской Руси мало отличается от празднований нашего времени. Но до того, как в Древней Руси огнем и мечом насадили чуждое славянам христианство, славяне тоже отмечали наступление Нового года. По-новогоднему в Древней Руси выглядели несколько праздников. Кроме этого, различные традиции были у разных славянских племен. По-разному назывались праздники и имена ритуальных персонажей. Например, восточные славяне в древности отмечали Новый год в соответствии с природным циклом – весной. Год начинался в марте, первом весеннем месяце, время, когда природа просыпается, начинается новый период в жизни животных и растений, новый сельскохозяйственный цикл. Восточнославянским Новым годом была Масленица, она отмечалась в марте, в районе 20 числа. Это было время новой луны перед весенним равноденствием. Но общим для всех славян был праздник Новолетие.
Новолетие в действительности является одним из древнейших славянских праздников. Этимология названия праздника очевидна. Новолетие. Две корневые основы – новое и лето. Как мы помним, я искренне на это надеюсь, у наших предков не было понятия год, потому что год – это по-немецки бог. Они использовали слово лето. В лето 7504. Примерно так начинаются почти все древнерусские хронологические летописи или их отдельные части, в том числе несравненная ПВЛ, Иоахимовская, Ипатьевская, Радзивилловская и далее по списку. Кстати, времен года у наших предков было 3: осень, зима, весна. Короче и проще, да. Поэтому слово «лето» в любом древнем источнике является аналогом современного понятия «год». В любом случае. Не зря же славяне обозначали год словом «лето». До нас даже дошли фразы «многие лета», «долгих лет жизни» и прочее. Даже о возрасте говорят «лет». Например, Светлане 25 лет, а не 25 годов. Таким образом, славянский праздник новолетия уже одним своим названием недвусмысленно намекает на собственную суть – завершение одного временного годичного цикла и начало нового. Второй момент – празднование новолетия. Исконно этот праздник отмечается на стыке, как бы мы сейчас сказали, лета и осени, то есть в день осеннего равноденствия. Искомая дата традиционно выпадает на 22 или 23 сентября. В этот день имеются в виду полные сутки, ночные часы по продолжительности равны дневным. Отсюда и название этого астрономического явления – равноденствие. В последующие дни, вплоть до зимнего солнцестояния, ночные часы увеличиваются. К весеннему равноденствию вновь сравниваются с дневными, а затем начинают уменьшаться. То есть празднование новолетия, отмечающего начало славянского года, вполне обосновано с точки зрения природы. Мифологическая подоплека также очевидна. Кола, мировая ось, отдается во владение Чернобогу и Маре, чтобы потом на весеннее равноденствие праздник именуется Комоедица, а современные недоучки называют его Масленицей и празднуют черти когда. Он вновь был возвращен Сварогу и Велесу. Все честно, никто не в обиде. И вот, к какой дате привязан современный Новый год? 31 декабря. Что-то не припоминается? А вам? В том-то и дело. А еще есть весьма любопытная версия происхождения самого названия Новый год. По этой версии предполагается, что немецкие сотоварищи Петра Клятвопреступника, того, который еще называется Петр Великий, как-то предложили ему шуткануть, основать праздник, посвященный принятию славянами христианства. Праздник так и назвали – Новый Бог, а если на немецкий манер – Новый год. Забавный получился каламбур, глупый до безобразия, но забавный. И если даже эту версию всерьез не принимать, все как-то уж слишком гармонично складывается в единый пазл. Разумеется, для того, кто в своем интересе к родной истории таки умудрился выйти за рамки школьного учебника. То есть, славянское новолетие по факту к Новому году не имеет ни малейшего отношения. Это принципиально иной праздник, гармоничный с природой и славянским миропониманием. А праздновали новолетие достаточно просто. Традиционно возжигался огромный костер, вокруг которого водились хороводы в 3 круга. Затем наступал черед молодецких забав и православлений, то есть обращений к богам-предкам. Нередко к новолетию могли быть приурочены обряды именоречения или любомира. Затем уже в сумерках наступало время всеобщей трапезы. Разумеется, все это славное дело щедро разбавлялось песнями и плясками. В частности, по старой доброй традиции с медведем, одним из главных славянских тотемов. Так праздновался Новый год у славян. Не бог, разумеется, а временной цикл. Ярко, эффектно и, что важнее, абсолютно трезво. Это уже потом,
В раннем средневековье мы стали перенимать у наших соседей некоторые традиции, как обычно не самые лучшие. Да и многие праздники к тому времени стали меняться, опять же под влиянием извне, только уже целенаправленным. Но это, как говорится, совсем другая история. С правоверным или по-современному православным каноническим новолетием славянское новолетие не имеет ничего общего. Христиане новолетие празднуют сами не зная почему, хотя исконно в их традиции это было связано с императорским, имеется в виду Римская империя, индиктом. То есть 1 сентября каждого года крестоносные товарищи платили своему покровителю годичную подать и вновь жили спокойно целый год. Тем не менее, в богослужебном церковном календаре 1 сентября до сих пор обозначено как новолетие. Ни в коем случае автор не хочет обидеть никого. Любой праздник должен быть праздником и приносить радость людям. Так давайте мирно сосуществовать рядом друг с другом. Но не стоит забывать свои корни и свою историю. Слишком много натерпелся древний славянский народ. 300 лет назад у него отняли всю его историю и заменили ее на придуманную, для того, чтобы управлять и пользоваться Русью. Но славяне добрый народ, и вспоминая свою многотысячелетнюю историю, они не держат зла в своем сердце. Сегодня, когда русский народ хочет знать свои корни, мы вспоминаем эти традиции, историю, эти предания древней нашей земли. Славяне, будьте всегда вместе, помните своих предков, своих богов, свою историю и учите своих детей по истинно славянским канонам. Живите в мире и процветании. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.